Мороз стоял такой лютый, что дыхание мгновенно превращалось в пар, а снежинки кололи лицо, будто иглы. Кейт, медсестра из районной клиники, торопливо шла домой по пустынной улице, сжимая ворот пальто и поправляя шарф. Смена закончилась в 10 вечера. Она работала без выходных всю неделю, каждый доллар был на счету. На ее лице отражалась усталость, но в глазах привычная стойкость. В одной руке пакет с продуктами, в другой сумка с формой. Пальто почти не грело, и она ускорила шаг. Позади раздались шаги, грубые голоса и смех. «Смотри, какая тихая. Идет одна, в такой холод. Давай поможем». Сердце Кейт забилось быстрее. Обернувшись, она увидела троих. Один резко приблизился и сорвал с нее пальто. Второй пнул пакет, продукты рассыпались. Третий схватил ее за руку. Кейт не закричала, не стала умолять. Она лишь глубоко вдохнула и посмотрела одному из них в глаза. В ее взгляде не было страха, только сила и спокойствие. Нападавший замер. «Что ты мне сделаешь?» – процедил он, но ослабил хватку. Она резко вырвалась, ударив его локтем в ребра. Тот отпрянул. Второй попытался схватить ее, но Кейт увернулась и нанесла удар коленом. Он рухнул в снег. Третий остолбенело наблюдал женщина, которую они считали легкой мишенью, внезапно стала угрозой. Он потянулся к карману, но Кейт уже стояла рядом. «Попробуешь снова, останешься без пальцев». Парень отступил, бросился прочь, таща за собой одного из своих. Последний поднялся с земли и поплелся следом. Кейт осталась одна, дрожа от холода, но с прямой спиной. Медленно собрала продукты, подняла пальто, накинула на плечи, вытерла кровь с губы и пошла домой. Снег все еще падал, когда она добралась до подъезда. Шаги были тяжелыми не от усталости, а от пережитого. В квартире было холодно, но тихо. На столе старая фотография отца в военной форме. Он говорил, настоящая сила в духе. Сегодня она это доказала. Через пару дней вся округа уже знала, что Кейт сама прогнала троих нападавших. Соседка миссис Грей рассказывала об этом с восторгом. Та самая Кейт. Троих. А ведь такая хрупкая. Люди начали смотреть на нее с уважением. Но важнее было то, что ее сын, Майкл, впервые за долгое время обнял ее и прошептал: «Мам, ты моя героиня». И ради этого стоило все пережить. Через неделю в дверь постучали. На пороге стоял капитан полиции с двумя коллегами. «Мисс Уокер, благодарим за смелость. Эти трое давно были в розыске. Благодаря вам мы их поймали». Кейт кивнула, не зная, что сказать. «И еще, мы хотим пригласить вас на курс самообороны. У вас природный талант. Подумайте». На следующий день ее история попала в новости. Сюжет назвали «Хрупкая, но несокрушимая». В интервью Кейт говорила спокойно, без пафоса. Но в ее взгляде уже горел тот огонь, что, казалось, давно погас. Она вновь ощущала себя живой не жертвой, а женщиной, способной постоять за себя и своего сына. Теперь на улицах ей больше не сочувствовали. Ее уважали. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.